Верховный суд РФ 14 февраля 2003 года принял решение о признании партии Хизбут Тахрир террористической организацией. Это решение никогда не было официально опубликовано, его невозможно обжаловать. За все время существования партии ее сторонниками не было совершено ни одного террористического акта. Самым массовым делом Хизбут Тахрир стало дело Уфимской двадцатки. Уголовному преследованию были подвергнуты 26 человек. Осужденные связывают свои аресты с проводившимися в 2015 году в Уфе саммитами БРИКС и Шанхайской организацией сотрудничества. В момент ареста мы были дома, нам позвонили в дверь и сказали, что это соседи, что их затопило. То есть, муж сразу догадался, что у нас таких соседей нету, которых могли бы затопить мы, тем более в 6 часов утра. Я сказала: вы из ФСБ. Они сказали: открывайте двери. Мы, соответственно, оделись. Нам дали 5 минут, мы оделись и открыли дверь. Такая была картина. Мои старшие дети, которому было на тот момент 4 года всего, средней дочке было 1 год и 8. Они бегали тоже в маечках, в трусиках. И такая картина, была. То есть люди пришли, ФСБ пришли к террористам, приходят, дом. 4 февраля 2015 года к нам пришли с обыском. 5 февраля 2015 года, то есть на следующий день, я родила 3-го ребенка. И в один из дней мне муж вечером звонит и говорит, что его с работы забрали, и, скорее всего, сегодня вечером он домой не придет. Они зашли еще, его хотели бить. Я в середине встала: ребята, я говорю: тише, вы что делаете? Рано утром муж собирался на работу. Мы уже где-то в 7, наверное, 7:30 муж на работу уходит, мы еще не завтракали. К нам зашли, стучат, дверь открываем, тут заходит человек, наверное, 15-20, собака вроде тоже была. Среди них были 2 девушки, молодые такие. Я, конечно, в этом деле плохо разбираюсь, но в фильмах вижу, что эти понятых вроде берут чужих соседей или с улицы кого-то. А это они с собой привезли вот этих 2 молодых девушек. Ренат был понятой несовершеннолетний парень. Мы его нашли, потому что Ренат запомнил, кто это, хотя и не дали нам, им не дали протокола обысков. Дома у нас был 1 компьютер, и ноутбуков, флешек у нас не было, и они из компьютера забрали системный блок. Обыскивали, ничего не нашли, забрали Коран нам, который свой подарок, это был нам на новоселье, подарил наш дядя. Были книги, исламские книги, их изъяли, и все, и был системный блок. В общем, в принципе, я думаю, что мы вообще, можно сказать, ничего не предпринимали, потому что мы вообще думали, что это вообще нелепость какая-то. Поэтому никакие действия по поводу того, что там надо к нему заводить адвоката или что-то там, адвокатов, мы никогда ни с кем не сталкивались, даже по каким-то административным делам даже никогда не сталкивалась, в жизни не сталкивалась с адвокатами. Поэтому я даже не знала, к кому обращаться, вообще обращаться ли, что ли делать. Там разберутся, все нормально будет там. Мы думали, их отпустят. Я почему-то так уверена была, что их отпустят. Видимо, надеялась на лучшее. Сначала мы думали, через 2 месяца их выпустят, мы на это очень сильно надеялись. Но через 2 месяца не выпустили, потом мы надеялись, когда год пройдет, доказательств никаких нет, их выпустят и годы, и через год не выпустили. Когда суд был первой инстанции, мы тоже на это надеялись, что их выпустят, но потому что это нет никаких доказательств того, что мой муж виновен в чем-то. Не говоря уже о таких страшных преступлениях, как участие в террористической организации или насильственный захват власти. Человек работал на 2 работах, чтобы содержать свою семью, чтобы дом построить. У него, в принципе, не было времени на то, чтобы заниматься чем-то страшным. Это мы только в течение месяца, только дежуря со всеми родителями около
здание Федеральной службы безопасности, узнали, зачем их арестовали, для чего арестовали, и начали понимать сути как бы дела. Он рассказал мне о пытках во дворе Кировского районного суда. Когда вот дочка родилась, мы поехали туда вот на продление. Получается, скорее всего, наверное, это было начало мая или конец апреля. Помню, там с корзинкой, вот дочку там положили в корзинке, там первый раз поехали ему показать дочку. И нам дали возможность во дворе Кировского районного суда постоять, поговорить. Я Нурлганов Ринат Аранифович, 3 января 1991 года рождения. Хотел рассказать по обстоятельствам, касающихся пыток, примененных в отношении меня со стороны сотрудников УФСБ России ПРБ. В день задержания, а именно 4 февраля 2015 года. Сперва меня там били просто, Ярослав меня как бы по нервным окончаниям вот вокруг шеи, получается, он ладони, то есть ребром ладони несколько раз бил, так что у меня ноги, получается, отказывали. И когда я падал на пол, он меня, чтобы привести в чувство, он меня как бы по всему делу электрошокером проходил, получается. Ну, ему это как бы надо было, чтобы я стоял, чтобы он мог меня вот таким образом бить, получается. Потом они, для того, чтобы как бы тоже посмотреть, как человек, наверное, реагирует, испытания, эксперименты провести, принесли армейский вот этот телефон, так называемый, получается, застегнули мои руки в наручники, посадили на стул, привязали к моим пальцам вот эти электронные, не знаю, провода и начали крутить вот этот армейский телефон, начали крутить. Так что я, ну там, двери они настежь открыли, чтобы другие, как бы, с обвиняемыми тоже это все слышали. И я кричал там на весь ФСБ, наверное, там рядом, кстати, прокуратура, может даже прокуратура, не знаю, слышал, хотя, как бы, им, мне кажется, без разницы, даже если рядом находился я, и меня пытали, они, мне кажется, не отреагировали. Вот. И там, в течение минут 15-20 на мне испытывали вот этот армейский телефон, так что пока я не упал, там, сознание не потерял, да, они на это не успокоились. Потом этот сотрудник, которого называли Фокс, вот этот сотрудник, он взял швабру, натянул мне презерватив. Сказал то, что сейчас мы будем тебя шваброй этой насиловать и будем снимать на фото, видео и отправим в тюрьму, чтобы там тебе плохо жилось. Из моего кабинета пошел по всем обвиняемым показывать, как Багипов рассказывал, к ним тоже он зашел, да? Он пошел показывать, якобы, вот сейчас мы будем вас каждого так делать, да, если вы как бы не будете давать показания. Мы поехали в ФСБ, муж, я, сын младший. Приехали туда, ждали долго. В конце концов, там у входа в один кабинет нас завели, там один мужчина сидел за столом, прям такой с сверлящим таким взглядом. Он такой на младшего сына так посмотрел таким этим. Младший сын тогда учился, по-моему, где-то в 10 классе, что ли, я не знаю, в каком классе он учился. А в 11 классе он учился. Вот так. Этот сын, говорит, тоже такой. Типа, давление чувствовалось, короче. Я говорю, какой? Вот из этой организации там или что-то такое. Я не помню, как он это выражал. В общем, было видно, что типа будете ходить и на младшего найдем место. Я и даже не испугалась. Столько давления. Это мы даже вот старые люди, пожилые люди, да, уже почувствовали на нас нажимы с их стороны. Сперва с их агентов, которые тихонечко к нам подбирались и начинали разговоры там в таком вот мягком виде, да, что вы давайте содействуйте своим ребятам, пусть они лучше вот признаются, и все будет нормально. Потом уже как бы пугающего размера, что если они не сознаются, не 5 лет получат, а на всю катушку.
Потом он начал на нас давить тем, что пускай ваши мужья подписываются по 205 статью, что они участники террористической организации, иначе мы на них повесим новую статью, 278, это еще особо опасная, насильственный захват власти, что вообще как-то, когда людям об этой статье рассказывают, что нашим мужьям такую статью повесили, сначала они не верят, потому что, как так такая статья для обычных граждан, у которых нет ни оружия, ничего. У меня муж даже в армии не служил там по состоянию здоровья, да. И тут такая страшная статья. Изначально у них была вообще статья 205.2, то есть это от 5 лет. И когда братья, ребята говорили, что мы не террористы, мы не виновны, следователь в открытом текстом, ничего не скрывая, так и говорил. Если вы будете, если вы не признаете вину, тогда я вам поменяю статью. И у вас будет, как организаторы вы будете идти. Но если у вас есть доказательства, докажите, что мы террористы. Да? Зачем вам мое признание ребят? Но если они преступники, пускай докажут. Это же просто, да, такая статья. Далее, когда братья все равно стояли на своем и говорили, что мы не преступники, мы не виновны, он говорил следующее: тогда, если вы не признаетесь, я вам добавлю еще одну статью, называется «Насильственный захват власти». И так и произошло. Да? Ребята говорили: нет, мы не будем под это подписываться, мы не преступники, мы стоим на своем. И снова добавили статью, еще ужесточили. То есть если был статус тяжкая статья, то на сегодняшний день у нас особо тяжкая статья. В отношении тех, кто не пошел на сотрудничество, по прошествии года, поскольку дело большое, 20 человек, для того, чтобы формально обосновать возможное содержание под стражей больше года, было добавлено обвинение в приготовлении к насильственному свержению конституционного строя. Это достаточно распространенная ситуация в таких делах, но при этом далеко не в каждом деле оно присутствует. То есть это чисто технический прием, с одной стороны, давление на наиболее активно защищающих свои права обвиняемых, а с другой стороны, технический способ продления максимального срока содержания под стражу. За то время, пока он сидел, за эти 6 лет, у него умер отец. Мы пытались чтобы он присутствовал на похоронах, но, естественно, нам отказали. Было очень больно, обидно, что единственный сын, он не смог проводить своего отца, не смог попрощаться с ним по-человечески. То есть лишний раз я убедилась, что к нам такое отношение. Сейчас старшая дочка пошла в школу, в 1 класс. Очень мечтала, чтобы ее проводил папа. У всех папы ведут детей своих в 1 класс. Моя дочка идет одна. Они постоянно задают вопросы: мама, а когда папа придет? Мама, за что посадили папу? Даже сейчас, провожая меня сюда, они не хотели отпускать. Но так как они говорят: ты для того, чтобы папу выпустили, ладно, езжай, они отпустили. Они очень ждут папу. Младшей дочке 6 лет. В этом году, на следующий год тоже она пойдет в школу. Опять-таки второй ребенок пойдет в школу. Опять папа не будет провожать. Младшая дочка ходит на занятия, она видит, что их провожают папы, встречают папы, и она так смотрит. Я даже вижу, когда родственники, дети играют со своими отцами, я вижу их взгляд, что они тоже хотят, чтобы они тоже поиграли со своими отцами. И это, конечно, очень сильно разрывает душу. Мы женщины, мы выдержим, справимся, да, дождемся своих мужей, но очень тяжело, что дети растут без отцов. У меня муж, он очень сильно любит своих дочек. Прям очень сильно, наверное, такой любовью, может, даже сильнее, чем я их люблю. Он еще по образованию социальный педагог, и он всегда мне пишет в письмах, как я должна воспитывать детей, не ругать, не надавливать по школе. Поэтому его очень не хватает, и временами я понимаю, что если бы сейчас он с ними занимался, было бы лучше, итог было бы больше, чем просто я занимаюсь. Поэтому его очень не хватает. Отдельно хочу сказать про то, что как мы ходили на свидание к супругу с 2 детьми. И у меня вообще мой старший сын, которому на сегодняшний день 10 лет, он открылся для меня с другой стороны. Он говорил
своему папе, моему мужу: папа, ну, пожалуйста, это очень такие трогательные, да, то есть это настолько мне боль причинили, это его слова. Он сказал: папа, ты понимаешь, что ты для меня перестаешь быть родным? Пожалуйста, я, говорит, прошу тебя, пожалуйста, сбеги, ударь их, сбеги в канализацию там или куда-то. Я тебя прошу, ну унисься, говорит, унисься перед ними, попроси хоть кого-нибудь. Ну, один раз лучше унисься, но лучше пускай ты будешь на свободе. И он, плакал, прям у него шли крупные слезы, и он прям с таким надрывистым голосом просил его, но мы бессильны, да, что-либо сделать в этой ситуации. Старший у нас уже все понимает. Один раз пришел, плачет вот слезами. В квартале говорит: зачем у нас не так, как у всех? Я говорю: у нас же все есть, что тебе надо. Нет, говорит, у нас вот в душе у него, скрывает, тяжело ему. Вот без папы. Почему, говорит, без папы? Тем вот на Курбан-байрам что-то подарили этим. Папа вот привез мотоцикл. Они уже понимают. Деревня же. Некоторые нет, да. Некоторые вот обзывают, говорит, даже. Вот было такое, да. Тоже плакал. Вот твой папа такой, вот сидит, значит, он такой. Не все же понимают. На них навесили ярлык террористов, и к ним действительно относятся как к каким-то очень злым, очень плохим, жестоким людям, хотя на самом деле они не такие. И сотрудники открыто хотели создать видимость, что они у них статус особо опасные преступники, и они хотели видимость создать, что вот они особо опасные преступники. Каким образом? Они с собаками стояли, в масках были, с оружием. И это все так устрашающе, да, выглядело. Хотя, когда супруг рассказывал, когда они ездили в автобусе, да, там они совершенно вообще без наручников были, и там сотрудники спали в этот момент. Но если это особо опасные преступники. Почему? То есть они понимали, что это нормальные ребята, и никакой угрозы они не представляют для общества. И вот мы сами собой пытались общественность поднять, но все говорят: значит, есть за что. Не просто так же сказать, значит, есть за что. Да. Наши же вот эти хазраты, мусульмане, говорили: так есть за что, они же у вас сектанты. Вот прям вот так вот в лицо говорили нам, да, и многие вот даже из мусульман отвернулись, то, что у нас мужья сидят. И вот в начале пути мы пытались вот это общественный резонанс, но у людей глаза закрыты были. Нет, значит, есть, говорит, за что. Все, никто поддержку нам не проявлял. Но мы все равно надеемся, ждем своих мужей, надеемся, что справедливость восторжествует. Надеюсь, что на нас общественность обратит внимание, поддержит нас, потому что мусульмане — это не террористы. Тот образ, который навязала СМИ, к сожалению, да, у многих в умах он сидит, этот образ. Я думаю, что здесь не только стереотип, здесь может быть два таких момента. Во-первых, у людей работают механизмы психологической защиты. Мы всегда принимаем такую точку зрения, не то чтобы всегда, мы стремимся ее принять, которая позволяет нам чувствовать себя спокойнее, более защищенными. Поэтому даже в той ситуации, когда в мире много несправедливости, всегда человеку легче принимать ту точку зрения, которая предполагает, что тот человек, который наказан, он наказан заслуженно, потому что иначе придется предположить или принять тот факт, что и с тобой может произойти то же самое. И поэтому вот посадили, значит, есть за что, а поскольку у меня нет, меня не за что сажать, значит, я в безопасности, вот это вот как раз-таки наше стремление мыслить безопасно. И это достаточно изученное явление в психологии, поэтому здесь могут такие моменты действовать. Теперь, что касается стереотипов,
Это тоже один из способов упрощения мира, в котором мы живем. Потому что если бы мы бесконечно пытались осознать, что происходит, мы бы пытались осознать каждый свой шаг, каждое свое действие, мы не могли бы существовать. И стереотипы – это некоторые такие способы упрощенного восприятия окружающей действительности, ну, я скажу такое слово, категоризации, классификации, то есть есть вокруг нас огромное количество людей, и вместо того, чтобы подбирать подход к каждому из них и пытаться анализировать поведение каждого из них, нам проще разделить их на какие-то группы. Мы часто делим на группы по полу, по возрасту, вот старики, а это вот молодые. И вот вероисповедание – это один из как раз-таки из этих способов классификации людей. Когда мы сталкиваемся с информацией, ну вот, например, с этой информацией, то здесь работают установки. Мусульманин значит обязательно террорист. Почему? Потому что мы это постоянно видим, слышим из средств массовой информации. И еще есть еще одно такое явление, оно называется этноцентризм, но оно не имеет прямого отношения к этносу. Ну, просто впервые оно было обнаружено как раз-таки было обнаружено в отношении людей к представителям другой национальности, там, другой расы, другого цвета кожи. Мы склонны более позитивно воспринимать тех людей, которые относятся к нашей группе. И в этом случае внутренне, мысленно мы формируем некоторую группу, и если мы взаимодействуем с человеком, если он относится к какой-то группе, которая значима для нас, то в этом случае наше восприятие его будет более позитивным. Если мы рассматриваем вот эту классификацию разделения людей по вероисповеданию как значимую для нас категорию, то взаимодействие с любым человеком, который не относится к нашей группе, оно будет менее конструктивным, потому что мы изначально будем приписывать ему некоторые характеристики, которых очень вероятно у него нет. Должна быть возможность взаимодействовать друг с другом как личность с личностью, а не просто как с представителем другой социальной группы. Это уже после 4 лет, наверное, нам разрешили краткосрочное свидание через стекло. Свидание. Почему-то следователь, вот я сейчас вспоминаю, вот говорю и сразу вспоминаю, что следователь, он не давал разрешения на свидание, да? То есть по закону, такой есть закон, что 2 раза в месяц, не более 3 часов, и постоянно приходили отказы, какие-то странные отказы. Я думаю, почему так делается, да? Но это же очевидно для того, чтобы он не видел своих родных, близких, и чтобы опять-таки влиять на него, да, чтобы следствие влияло на него, чтобы он показания дал против самих себя. Зачем им их показания? Для того, чтобы следователь, я так понимаю, не работал. Ну, раз человек говорит, да, я преступник, да, вот бумажка. Что следователю? Следователю, ничего не остается. Просто вот есть уже все готовое, да. Но если человек не признался, так докажи. Докажи, что он террорист. Вот такой хитрости ведь я тоже не знал. Я прекрасно мог быть защитником. Силовики, видимо, уже подбирали таких людей, которые могли защитой заниматься своих сыновей. И они нашли путь, каким образом нас отстранить от этой защиты. Вот то, что мне касается, это же Карипанов, старший этой следственной группы, любезно пригласил, сказал, давайте я с ваших слов напишу характеристику на вашего сына, и мы его приобщим к делу, и какая-то помощь вроде бы будет, да? Старый дурак, я этому поверил, говорил, он с моих слов писал. Потом я просчитал, да, с моих слов, что нормально, и подписал, даже в заголовке не посмотрел, как он, документ-то называется. То ли характеристика, то ли еще что-нибудь. И вот когда первое заседание суда началось, сын ходатайствовал, чтобы я был защитником, и мне говорят, вы проходите свидетелем. На стадии следствия нас вызвал следователь
Карипанов и попросил дать характеристику на мужа. Но мы тогда еще молодые девчонки особо не разбирались в таких моментах. Мы думали, наоборот, пользу принесем тем, что мы расскажем, какие наши мужья, и это будет как бы в суде учитываться. Но когда мы пришли, мы рассказали, какие у нас хорошие мужья, это обернулось против нас. Потом, когда уже был суд, мы узнали, что мы не можем стать общественными защитниками, потому что мы стали свидетелями. Вот таким образом он нас обманул, и я не смогла стать защитником своего мужа. Являясь самозащитником, по назначению суда, Приволжский суд меня назначил, так как я не ходила вот как раз на свидетельствовать, характеристику давать Карипанову, нашему следователю, я тогда в тот момент не пошла, потому что у меня к нему была такая прям неприязнь личная, можно уже сказать. Вот не пошла, и в дальнейшем я стала защитником мужа, я участвовала в судах, когда суды проходили, на апелляциях тоже участвовала, в СИЗО заходила. Я сама являюсь защитником, то есть непосредственно я присутствовала в этом уголовном деле, я ходила на суды практически. Каждый суд я посещала, я своими глазами видела, как проходили эти суды, какое было отношение судей к подсудимым, да, к нашим мужьям. То есть настолько это было все, проходило, настолько это все грубо, настолько это все жестко. Их всегда пресекали, то есть не давали нормально защищаться. То есть право на защиту было нарушено. Суд первой инстанции вообще окружили, никого не подпускали. В общем, полный беспредел был. Защита нулю, сводилась к нулю. Нанимали адвокатов, бегали, писали на все инстанции и так далее, и так далее. И суд начался он вот такой односторонний, как бы нажимом судьи на всех защитников, подозреваемых. Все по ихней как бы мелодии, четко отработанной мелодии. Жалко, там несколько адвокатов были, которые могли еще сопротивляться. Они очень просто отстранились от этого. Я же там участвовал, видел, и как они ни за что берут и убирают из зала суда на день, на два, а четверых уже на троих, да? Троих на весь процесс они не участвовали. Все доказательства, которые шли в пользу защиты моего мужа, никакие доказательства не были приняты, а какие-то неизвестные, там, скрытые свидетели, их показания взяли в основу приговора. И вот таким образом я и двое моих дочек сейчас находимся без своего любимого мужа и отца. На суде, получается, у нас были свидетелями оперативники ФСБ, оперативники 6-го отдела, то есть обычные люди, которые на следствии были свидетелями, они в дальнейшем отказались от своих свидетельствований. Так они объяснили тем, что на них оказывалось моральное давление. Кому-то говорили, что с учебы исключат, кому-то там, что тебя самого посадят. То есть обычные люди, как говорится, которые были свидетелями, они стали за нас, потому что они осознавали, что на что идут, что ребятам какие сроки светят, да. И в дальнейшем у нас следователи всякие стали нашими свидетелями, то есть от них каких показаний ожидать, что они, да, они вот ходили, да, они террористы, да, они такие. Вот. Касаемо даже моего супруга, вот Фатахова Руслана, который осужден на 10 лет. При обыске у нас не было ни книг, то есть даже какую книгу у нас забрали, и в дальнейшем я ее сама лично у следователя нашего забрала, потому что они являются не террористической, не экстремистской. Получается, у нас не было ни книг, ни на каких-то там он всяких конференциях нигде не участвовал. То есть ничего нету. То есть и свидетельства показания только есть те, кто вот признал свою вину, что он является членом этой партии, и то они тоже... У них было как бы за что бороться, они сказали им, если вы хотите как бы меньше срок, давайте показания на них. И вот они дали на моего супруга, один только из них. Это вот Мамаев Ринат. Вот. А так никаких показаний, ничего против моего супруга не было. И ни книг, и ничего такого. Ну, опять-таки, за это ему дали 10 лет. Это вот абсурд.
всей этой ситуации. Статью добавили «Насильственный захват власти». И у меня супруг, судья спрашивает: у вас будут вопросы к следователю? У меня супруг говорит: да, будут. Встал и спрашивает: я, говорит, хотел поинтересоваться, а чью я власть хотел захватить? Здесь, в Башкирии, или у Путина ее забрать? Я не понимаю. Следователь сидел и вот так. Ну, то есть настолько было это нелепо, он засмеялся, и даже И судья отклонил этот вопрос. Шел суд, мы слушали аудиозапись с этого мероприятия, как бы мероприятия, где там присутствовали вот некоторые из ребят из двадцатки, и также мой муж. Но там единственное, они там обсуждали все. Обсуждали кошек, у кого-то жена недавно родила, как назвать ребенка, обсуждали. Немного там что-то, возможно, про политику говорили. И то там мой муж сказал 2 предложения, и все. Про политику, и то вот, да, общие такие темы. Никто не говорил, что там какая-то там плохие, там вот этого. Ничего такой речи не было, потому что я сама лично слышала вот эти аудиозаписи. Что касается суда первой инстанции, какие были нарушения? Не давали знакомиться с материалом дела. Еще на стадии выполнения 217. Открываешь каждый протокол, не только моих защитных, у меня их было 5 по этому делу. Открываешь протокол каждого подзащитного, и везде написано: мне предоставлены вот такие-то тома, а вот эти тома не предоставлены. Вещественные доказательства вообще не предоставлялись. И, значит, выйдя в суд первой инстанции в процесс, каждый подзащитный заявлял о том, что я не знаком с материалами дела, я не знаком с вещественными доказательствами. Суд не обращал на это внимания. С обысками вообще интересная ситуация. Значит, при поступлении дела в первую инстанцию еще вдруг обнаружилось, что не хватает нескольких томов дела. У нас из этого объема фактически утеряны, утрачены, а я считаю, что намеренно это было сделано. Это мое мнение, субъективное мое мнение, что эти 4 тома намеренно были утрачены следствием, потому что у них содержалось нечто такое, что, наверное, не прошло в суде первой инстанции и не позволило бы вынести такой приговор. Так вот, элементарно в деле нет протоколов обыска, которыми изъята эта литература. Их нет ни в копиях, ни в оригиналах. Следствием были утрачены протоколы обысков, в ходе которых эти книги были изъяты. Как вы сами понимаете, протокол обыска, он единственное основание, которое легализует нахождение в деле того или иного предмета, который мы можем считать вещдоками. Соответственно, отсутствие этих протоколов однозначно свидетельствует о нелегальности, о незаконности использования этих книг в доказывании каких-либо обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу. А вещественные доказательства вот в таком перевернутом виде в одном мешке, у кого что изъято, понять невозможно. Все-таки с большими трудностями, но коллеги добились, чтобы им предъявили эти вещественные доказательства. Они никогда, вообще никогда ни в первой, ни во второй инстанции, просто ни во время ознакомления с материалом дела не предъявлялись подсудимым, осужденным, обвиняемым. Никогда. И как же это так может быть в равноправном процессе, где две стороны должны иметь равный доступ к доказательственной базе, к доказательствам по делу? Собственно говоря, из вещдоков, которые были представлены в материалах дела, у нас имелась только литература, которая прошла экспертизу, было 2 экспертизы, которые обе признали эту литературу террористическая направленность. Вот у нас Тимур Идалов, адвокат, он мусульманин, и он, конечно, был в большом трансе от прочитанного заключения эксперта, выводов эксперта, который, собственно, некоторые выдержки, цитаты из Корана признал экстремистскими высказываниями, вообще террористическими высказываниями. На этом, собственно говоря, доказательства, вещественные доказательства заканчиваются. Поскольку оперативные аудиозаписи в ходе предварительного следствия не были подвергнуты фоноскопической экспертизе, был некто товарищ Фазылов, который на слух опознавал голоса более чем 20 человек, то здесь мы не можем говорить о какой-то достоверности. Защита обращала на это внимание,
защита ходатайствовала об исключении этих доказательств именно по этим основаниям. Суд не отрицал утерю протоколов обысков, это не отрицало и само следствие. То есть фактически в этом деле из вещественных доказательств не было ничего. Еще примечательно, что нет актов оперативно-розыскных мероприятий. И мы, когда это все изучали, это основные моменты, это основные доказательства, из которых строятся все производные дальше доказательства. И вот если основных доказательств нет, то все производные... Не просто нет, ты скажи, как их не стало. Да, они уничтожены. И акт в деле есть об уничтожении. Получаем справку из ФСБ, в деле лежит справка 2018 года. Суд первой инстанции, там было как, там прокурор, защита спрашивает прокурора в первой инстанции, а где, собственно, вот ОРМ проводились, а акт ОРМ где? Потому что результаты ОРМ фиксируются справкой, меморандум, справка меморандум, есть такой документ. Ничего этого нет. Прокурор встает и говорит суду, я запрашивают ФСБ. Органы ФСБ отвечают прокурору, что мы вам ничего не дадим, мы вам ничего не обязаны. Прокурор встает в суде и говорит, мне сказали, не дадут, запросите вы. Суд запрашивает. Вот тут уж ФСБ не смогло отказать суду, но присылает справку, что такой-то, такой-то сотрудник участвовали в ОРМ, танки проводились, у того-то проводились, они же строчка, акт ОРМ уничтожили. Вот меня интересует вопрос, как вы могли уничтожить, зачем, для чего, кто это сделал, если вы планировали перспективу направления дела в суд. Для чего вы уничтожили изначально самые первичные доказательства? Мы имеем акты ОРМ, которых мы не имеем. Они все уничтожены. Но результаты ОРМ, они как бы живут сами по себе, не будучи процессуально закрепленными в материалах дела. Вторым, скажем так, кругом доказательств это были показания лиц, признавших вину. То есть показания, которые были даны в обмен на существенное снижение сроков. Как мы знаем, вот уже после, собственно говоря, этого апелляционного определения судебной коллегии по делам военнослужащих, уже сам Верховный суд в своей практике сказал, что в одном и том же деле использовать эти показания в принципе не представляется возможным. Это уже незаконно. Ну и понятное дело, что лицо, желающее, скажем так, облегчить свою ситуацию, может быть склонно к самооговору. Но обращу внимание, что даже если мы допустим, что эти показания носили правдивый характер и достоверный, я имею в виду показания досудебщиков, тех, кто признал вину, там их двое, да, то они не конкретны. То есть они не указывают на совершение каких-то противоправных деяний осужденными. Они говорят о том, что да, вот они там собирались, общались, читали какие-то книги, исповедовали ислам в какой-то его там, может быть, радикальной форме, не радикальной форме. Но какое-то отношение имеет к конструкции участия и организация террористической организации. Есть уже неплохая практика Европейского суда по секретным свидетелям, засекреченным свидетелям, свидетелям под псевдонимом. Есть уже практика вообще Европейского суда, довольно большая практика, как надлежит допрашивать этих лиц, чтобы не были ущемлены права защиты и так далее и тому подобное. Некоторые свидетели давали показания против наших подзащитных, но они находились в достаточно зависимом положении, их судьба самих решалась, и поэтому отношение к этим показаниям тоже должно быть критическим и взвешенным. Но я хочу, чтобы вы понимали нас, что когда мы говорим, что они дают показания против наших подзащитных, все равно нет никаких таких доказательств, чтобы они хоть какую-то причастность имели к тому страшному слову, которое фигурирует в их обвинении – терроризм. Они давали общаться с защитниками в суде первой инстанции.
между вот этим аквариумом и клеткой, в которой содержались подзащитные, и до защитников стояли оградительные барьеры, там метра полтора-два, то есть не давали подойти к ребятам. Ни о какой конфиденциальности общения вообще речь не шла. Какой-то документооборот в судебном заседании между адвокатом и подзащитным был исключен полностью. Все было блокировано. Заседания шли ежедневно в суде первой инстанции. Ежедневно, с утра до вечера. Ребята не могли совершать намаз, ребята не могли принимать пищу в отведенное время. Да элементарно в туалет не могли сходить, потому что так интенсивно шел процесс. И, в общем-то, времени на общение, на посещение подзащитного в СИЗО защитников не было. Была возможность 5-10 минут перед судебным заседанием там как-то перекинуться двумя словами, и то стоя от подзащитного там за 2-3 метра. Кричали. 21 подсудимый, столько же защитников, перекрикиваются друг друга, там родственники, там это. Потом суд видит такое безобразие, что делают? Сотрудники ФСБ приносят справочку, что вот у нас есть информация, что будут провокации в судебном заседании. Суд подхватывает эту идею и закрывает судебное заседание. Провели заседание, хотя там было на 3 дня, по-моему, что в течение 3 дней будут провокации по информации. А они до конца процесса. Закрыли до конца процесса. То есть исключили вся публичность процесса. Открытость запретили, никаких родственников, никаких наблюдателей, ничего. Наши ребята достаточно активно отстаивали свою позицию, свою невиновность доказывали. Что делает суд? Это не нравится, это не устраивает, так не пойдет. Удаляют из судебного процесса до окончания прений сторон. Нурлыгаянов практически, Нурлыгаянов, Шарипов практически на весь процесс были удалены. Взять Нурлыгаянова, человек получил 24 года лишения свободы строгого режима, фактически отняли всю жизнь, а суд без него прошел. Он не знает, что происходило в суде. Он не имел права допросить свидетелей, которые показывали против него. Он не имел права заявить самостоятельно какие-то ходатайства или реагировать на них. Понимаете? Вот в этом несправедливость судебного разбирательства. Когда дело перешло в апелляцию, у нас уже достаточно тесные установились отношения в силу того, что мы следили за процессом в первой инстанции с сформировавшейся группой поддержки осужденных, с их родными. И тут надо отметить, что это вот дело уникальное еще и тем, что впервые, наверное, родные и близкие осужденных сформировали такую энергичную, слаженную команду защиты своих родных. Потому что понятно, что так или иначе родные и близкие пытаются делать, но очень часто там пожилые женщины из каких-то татарских сел, они просто не способны к коммуникации со СМИ, с правозащитным сообществом, к организационным каким-то усилиям. Они просто плачут, ну, в лучшем случае звонят и пишут жалобные письма, что же нам делать. То, что это просто самое массовое дело Хизбут Тахрир в России вообще в одном процессе, заставило нас постараться привлечь адвокатов к участию в апелляционной инстанции для того, чтобы зафиксировать все нарушения максимально, с тем, чтобы иметь потом возможность обратиться дальше к международным судебным инстанциям, квазисудебным инстанциям, для того, чтобы максимально привлечь внимание и российского общества, и международного сообщества к тем нарушениям, которые имеют место. Не чисто формальные нарушения, хотя и это важно, конечно, тоже, потому что это нарушает право на справедливый суд, а к сущностным нарушениям, к преследованию людей за то, за что преследование не должно было бы быть. Тем более столь суровому преследованию, к столь суровым обвинениям, к столь длительным срокам. Адвокаты проделали огромную работу за совершенно символические деньги. Честь им и хвала за это. Они зафиксировали эти нарушения. Как и следовало ожидать, это не привело к изменению приговора, но эти нарушения вот зафиксированы. Я в этой связи хотел выразить особую благодарность адвокатам Карине Москаленко, Светлане Заводцовой, Тимуру Видалову, Рустаму Чернову, отсутствующим здесь Дмитрию Сотникову, Андрею Шарабакину и Эдему Самедляеву, которые большей частью фактически про боно в этом процессе участвовали. К сожалению, разумеется, этот тяжкий труд стоит гораздо больше, чем правозащитное сообщество, семьи могут компенсировать. Спасибо им огромное за это, их неоценимую совершенно работу. Нам хотелось быть в этом деле проводниками
каких-то новых правовых подходов, каких-то правовых позиций, которые бы могли победить этот абсурдный перекос, вот, или серию абсурдных, конгломерат абсурдных перекосов. Вот то, что мы увидели в этом деле. То есть то, что бросается в глаза. Да, люди читают какие-то книги, встречаются, обсуждают, дискутируют. И идут в тюрьму на 22-24 года. В этом есть что-то противоестественное. Во-первых, нам предстояло провести это дело на национальном уровне. Попробовать разобраться в нем в апелляционной инстанции. Мы попросили времени на ознакомление с делом, и нам, в общем, было в большей части отказано. То есть нам выделили, там, по-моему, чуть больше, около 20 дней, и изучить дело, которое уже тогда содержало больше 300 томов, было просто 350, даже больше 350 томов, это было нереально. Мы начали заседать, участвовать в судебных заседаниях. Это было не очень просто в 2020 году нынешнего столетия, потому что разразилась известная история. Не знаю, там она, можно ее считать пандемией или нет, но определенные преграды к рассмотрению дела объективно существовали. Первые заседания происходили оглушительно. Суд нам не давал высказываться, суд нам не давал времени на ознакомление, суд не давал нам возможности заявить ходатайство, суд не давал нам возможности подготовить ходатайство, потому что просто написать ходатайство, не изучив материалы дела в должной мере, адвокат не может. Просто нельзя работать, не зная материалов дела. Суд нам не давал такой возможности. По мере ознакомления с материалами дела мы пытались воспользоваться своим правом на заявление ходатайств, но суд сказал, что эта стадия уже прошла, мы начинаем оглашать доклад. В связи с тем, что суд занял непримиримую позицию, которая сводилась к тому, что защите после возобновления судебного процесса, после пандемии, не давали знакомиться с материалами дела, то есть защита вообще была невозможна. То есть там свыше 380 томов, и защитники к тому времени ознакомились меньше, чем со 100 томами. То есть вот лично я прочитал 90 томов. Судебная коллегия же намеревалась, судя по всему, отказывая все ходатайства защиты об ознакомлении с материалами дела, переносе судебных заседаний в связи с занятостью, намеревалась, по всей видимости, в непрерывном режиме рассмотреть это дело в ближайшую неделю-две, как максимум. Напомню, что к тому времени прошло уже 3-4 судебных заседания. Соответственно, защите пришлось применить так называемый специальный прием защиты, называется он рубеж. Сущность его заключается в том, что подается ходатайство об устранении нарушений режима законности. Если это ходатайство отказывается, либо с формулировкой, что оно будет рассмотрено позже, там, в совещательной комнате, либо еще что-то, защитник, подавший данное ходатайство, заявляет возражение на действия председательствующего, который не устранил это нарушение законности. Когда это заявление игнорируется, а эти вот заявления возражения не просто заносятся в протокол, и по ним председательствующий в принципе может принять какое-то решение незамедлительно, может не принять. Когда требования режима законности в дальнейшем игнорируются, защита заявляет отвод либо всему составу суда, либо конкретно председательствующему. В последнем случае председательствующий остается на месте, а судьи удаляются в совещательную комнату. И вот, к сожалению, в защите 9 июня пришлось применить этот прием. Каждый из защитников заявлял вот по такой схеме ходатайства, и целый день судебная коллегия провела в совещательной комнате, разрешая, так сказать, отводы, да, защиты. К концу дня стало понятно, что тактика защиты будет неизменна. То есть мы сообщали суду, что это не тот случай, когда надо ломать копья, что нам нужно ознакомиться с материалами дела.
И к концу судебного заседания, то есть уже после, к 6 часам, после, не знаю, 7-8 выхода в совещательную комнату, а может быть и более, судебная коллегия приняла решение об отложении все-таки судебного заседания, объявлении так называемого длительного перерыва в 4 дня и с местом проведения обратно на Малом Харитоневском переулке. При этом отпустила всех адвокатов по 51-й. И вот таким образом удалось привести суд в нормальное, так скажем, состояние адекватной работы, которая и продлилась, собственно говоря, до вынесения окончательного итогового решения. То есть до 21 сентября судебная коллегия работала в таком режиме. Было проведено 30 с лишним судебных заседаний, 38. Последнее слово предоставляется Тагиру Валерию Решатовичу. Хочу напомнить, что громкое задержание 23 подозреваемых в терроризме 4 февраля 2015 года главным образом совпало с прошедшей летом этого же года в Уфе международной конференции ШОС-ПРИКС. Мог ли, пользуясь этим случаем, какой-либо чиновник пожелать выслужиться, показать, насколько он эффективен? Я не могу ничего утверждать, но очень на это похоже. Только вот какого-либо реального террористического, экстремистского подполья в Башкирии, конечно же, нет и не было. Уважаемый суд, я не являюсь маргиналом, каким-то отщепенцем, человеком с сектантским сознанием. Слава Богу, родители воспитали меня и дали образование. Я не имею отношения ни к каким радикальным группам и организациям. Я не противопоставляю себя этому обществу. В связи с этим у меня возникает логичный вопрос. Что можно исправлять во мне на протяжении 14 лет? Какова настоящая цель наказания? Ваша честь, покажите, пожалуйста, что в этой стране не существует граждан второго сорта, на которых можно отрабатывать планы и разнарядные силовые структуры. Ведь мы все хотим жить в мире и согласии. Последнее слово представляется Галямову Рустему Равильевичу. Главное, что я хотел сказать, что я не являюсь террористом, не являюсь преступником, и то, что мне инкриминируется как участие в террористических каких-то организациях или захват власти, к этому отношения я не имею. Последнее слово представляется Максуту Радмиру Юсифовичу. И правильно, я считаю, будет поставить вопрос, кому это выгодно. Тем, кто принимал статью 205 прим. 5 в Уголовный кодекс и утвердил ее таким образом, что достаточно посетить какое-либо мероприятие или изучать совместно книги, относящиеся к заключенной организации, чтобы получить 10, а то и 20 лет строгого режима. Может быть, такая мнимая борьба с терроризмом выгодна самим силовикам? Безусловно. Ведь на борьбу с терроризмом выделяются немалые деньги, которые затем расходуются на тонны бумаг для следователей, на оплату года экспертов и оборудования для прослушивания. И ничего общего, связанного с затратами, которые обычно производятся при реальной борьбе с терроризмом и вооруженных столкновений с боевиками. Одна лишь писанина следователя и аудиозаписи неизвестного происхождения. Общество не верит в эту мнимую борьбу с терроризмом. Последнее слово представляется Салимову Артуру Равильевичу. Я никогда в отношении кого-либо насильственных действий не совершал, не планировал совершать таковые. Что касается настоящего уголовного дела, я считаю, что я был несправедливо осужден судом первой инстанции по политически мотивированному уголовному делу. Без всякого состава преступления, считаю, говорим такому огромному сроку лишения свободы. В такой схеме любой человек, в принципе, может стать членом террористической организации. По своему опыту первой инстанции и следствия я пришел к выводу, что адвокат нужен просто для того, чтобы узаконить следственные действия или судебное заседание. После апелляционного рассмотрения я свое мнение в этом вопросе поменял. Аналогичное мнение у меня сложилось относительно судебно-правовой системы в России. Я, исходя из следствия суда первой инстанции, пришел к выводу, что его попросту нет правосудия. Я не знаю, я свое мнение поменяю или не поменяю после данного апелляционного рассмотрения.
Но надежда у меня есть, вот, что даже в самой несправедливой системе могут быть адекватные, справедливые и порядочные люди, в том числе и судьи. Это ковчег, наверное. Да? Это там кит так-то. А, кит. Возможно, это ковчег, который нас спасет. Пожалуйста. Мои любимые дети. Мухаммад Караjan. Возможно, сегодня ваш отец уходит на долгие-долгие годы заключения. Я хочу, чтобы вы, несмотря ни на что, знали, что ваш отец не является преступником, что ваш отец не является террористом, что он ничего общего не имел с тем обвинением, которое ему изменяют. Несмотря на то испытание, на ту беду, которая постигла нас, я прошу и хочу, чтобы у вас оставалось всегда твердым чувство человеколюбия, чтобы всегда оставалось у вас стремление к справедливости, к добру, несмотря ни на какие результаты данного дела. Пусть никто не подумает, что благодаря он отчаялся или отпустил руки. Я мог сказать, я клянусь, я обещаю, что пока есть возможность, пока, как говорят, пока я дышу, пока бьется мое сердце, я буду бороться с этой несправедливостью. Данный приговор рано или поздно будет отменен. Вопрос только в том, рано или поздно. Прокурор, выступая, сказал, что нет в деле фактов, чтобы они устраивали террор, чтобы они готовили террор. И это, собственно, самое главное в этом процессе. Если прокурор говорит такие слова, то всех надо оправдывать. Я абсолютно в этом уверен. Меня спросить, верю ли я в прекращение дела? Нет, не верю. Потому что запущена большая машина, государственная машина. Она ошибочно запущена еще в 2003 году, когда Верховный суд из политических каких-то соображений абсолютно незаконно принял решение, что так вот организация, называется Хизбут Тахрир, является террористической. Я уверен в этом, что это было политическое решение, чтобы как-то тормозить какие-то процессы в исламском мире по просьбе, может быть, Узбекистана, потому что там Хизбут Тахрир приобрела политическую реальную силу. А это ведь партия, которая публично говорит, что мы партия, они говорят, мы действительно хотим теократическое государство, мы хотим всемирного халифата, и мы будем добиваться это мирным способом. И я должен сказать, это борьба идеологии. Это мне, вот я, допустим, в России хочу всемирного халифата, определенно не хочу. Но борьба с идеологией не может происходить уголовными преследованиями. Идеологии. Преследовать можно людей, которые прямо говорят, что мы добиваться своих целей будем насилием. Бесконтрольное действие силовиков и вот силового лобби в Государственной Думе, да и, собственно, в судах, видимо, Российской Федерации привело к тому, что сейчас происходит катастрофа. Катастрофа. Людей сажают, вот и Ренат сказал, пожизненно. Фактически вот его посадили пожизненно. У него 2 детей, и которые ждут его. И это, в общем-то, трагедия. Это абсолютно очевидная трагедия. Она мало, как бы, пока доходит до большинства россиян, но вот такое бездумное распространение, я мягко сказал, лобби, да, вот, силовиков, их влияние на все институты внутренней жизни России, на Государственную Думу в том числе, где принимаются законы, на судьи, которые постепенно увеличивают сроки, конечно, ведет страну просто к катастрофе. Приговор в отношении Ахметова, Ахмедшина, Вахитова, Галямова, Кемалетдинова, Каюмова, Корнева, Максутова, Мустафаева, Нургалямова, Салимова, Тагирова, Безрахманова, Фатахова РВ, Фатахова РР, Хамзина, Шарипова и Якупова оставили без изменения апелляционные жалобы, апелляционное представление без удовлетворения. На этом судебное заседание объявляется закрытым.
Я знаю, что мы сильные, что мы дойдем до конца. А суда-то не было. Вот и не было, получается, что не было суда. Суда не было. Миля в шоке, конечно, в страшном. Да. Пожалуйста, пойдемте. Нет возможности им дать час пообщаться. Решение суда здесь уже никаких. Ну, знаете, хотя бы, да, хотя бы они пару слов сказали бы. Отключите, пожалуйста, будьте человеком. Это не я выключаю. Говорит по моему телефону. Не обязательно. Мы безоружны, Скажите пару слов, что вы думаете о приговоре? Абсолютно несправедливый приговор, где у нас убийцам, там, насильникам дают меньше. Но это общая тенденция, к сожалению. Пока не будет пересмотра решения 2003 года, это будет продолжаться и захватывать десятки, сотни людей. Будут, но не сейчас, но потом будут. Пару слов скажете? Силовики считают, что если они хотя бы в одном деле уступят хотя бы немного, то тогда все у них повалится. Просто боятся быть хоть чуть-чуть справедливыми, поэтому везде они должны принимать самые жесткие решения. Показать Путину, что они наконец, что они побеждают, что они тверды, так и будет дальше. Но это совершенно гибельный путь для России. Ну, фашизм, да, постепенно утверждается фашизм. Вот это дело типичное, так сказать, дело для фашистского государства. И приговор такой. Потому что ну, очень много было найдено даже в рамках несправедливого российского законодательства, очень много было найдено процессуальных нарушений. Хотя бы это заметили, процессуальные нарушения. Ничего не заметили. Ничего совершенно. Суд это штамп. И военный суд это тоже. Военный штамп. Печать поставлена. Все. Спасибо. Светлана, скажешь пару слов? Абсолютно это чудовищное решение, по которому всем все было ясно. Насколько это дело было сфабриковано, это все было видно. Все понимали, настолько были существенные нарушения уголовного закона. Думать, что дальше делать. Будем работать дальше. Мы, конечно, не ожидали такого. На 20 лет год. Год ему скинули и 200 тысяч штраф скинули. Там можно как-то дверь закрыть, чтобы не... Для смеха. Для смеха. Просто чтобы Геннадий Петрович там особо там не видит. Сегодня В будущем образуется нормально. Все, не надо нервы свои. Берегите свои нервы, берегите свое здоровье. По сути, он ничего не изменил. Тот же самый срок остался. Ничего не изменилось. И что, я должна радоваться, да? Ренат, послушайте, это как бы тяжело не было, волю эмоциям давать не стоит. Все происходит по воле Господа миров. Дальше надо идти, дальше. Бороться надо. Ладно. Ой, вы нас... Хотя 205 статья, она всех пугает, но очевидно, что сажают за решетку невиновных. Что-то я, Ренат, расстроилась даже больше, чем 2 года назад. Что-то такие большие надежды были на эту апелляцию, и я вообще очень сильно расстроилась. Что сейчас можно изменить? Что уж? Ничего сейчас уже не поменяешь, сейчас уже слово сказано уже. И из-за этого теперь уже только дальше уже пытаться какие-то добиваться изменений конституционных и там, ЕСПЧ в основе уж пытаться в ЕСПЧ каких-то изменений добиться, иншаллах. Передо мной стоят лица Ирыка, Тагирова, Рената Нурлагаян, всех мальчишек, которых я помню, которых я посещала в СИЗО, всех тех, кого я много дней наблюдала на экране мониторов. Это их
глаза, это их лица, это их надежды, обращенные к суду. И это 24 года. Как же так мы научились жонглировать жизнями людей? Когда это произошло? 24 года. Когда у нас в сознании так произошло обесценивание жизни человека? Когда вам дурят голову там, презумпция невиновности, правосудием, принципом законности, понимаете, такой обман получается. Потому что люди, да, они, почитав уголовный кодекс, там, не знаю, там, что-то еще, там, какие-то нормативные правовые акты, они понимают, что они ничего не делают. Оружие в руки не берут. Никакой пропаганды террористической деятельности не ведут. Собственно говоря, просто занимаются там в самоназванной какой-то организации, причастность к которой они еще к тому же и отрицают, там, чтением Корана. И там встречаются. Да неважно, может они там, не знаю, между собой любовью занимаются, тайно они встречаются, не тайно, это их дело, понимаете? И давать за это 24 года, то есть, ну, это странно, понимаете? То есть, я еще говорю, когда была вот эта статья, там, у них была 282, там, да, еще понятно, там, дали всем по 2, по 3 года, там, ну, это еще более-менее можно глаза как-то закрыть, я же говорю. Но когда вам на пустом месте за чтение Корана дают 24 года, обвиняя в причастности к террористической организации, и не удосужившись собрать, ну, никаких доказательств, ну, их там нет, да, ну, я еще говорю, ни один из аргументов защиты не был вообще как-то мотивированно отвергнут определением судебной коллегии. То есть не было такого, что мы вот написали аргументы и нам сказали, вот вы знаете, вы не правы. Просто все эти аргументы проигнорировали, да? Там свыше там у нас 20 оснований отмены было приговора. И когда вот такое происходит, конечно, это, я же еще раз говорю, путь к тому, чтобы только нагнетать социальный конфликт в обществе. То есть здесь должны быть совершенно другие методы правового регулирования. А пока это, конечно, интересы статистической отчетности ФСБ, это как бы показатель расходования бюджета ФСБ. Мы ведем учет, и больше, наверное, никто его не ведет, учет всех такого рода дел, всех уголовных преследований, связанных с обвинениями в участии в Хизбут Тахрир, в организации деятельности Хизбут Тахрир. На данный момент, мне кажется, порядка 350 человек в России и в Крыму лишено свободы по этим обвинениям. Внимание к этим делам недостаточно, вне сомнения, но то, что оно растет, это важно. Теперь вот наша задача попытаться добиться реакции международного общественного мнения. При этом, к сожалению, есть проблема с Европейским судом. Проблема с Европейским судом связана с тем, что были прецедентные решения. Суд определил, что право на свободу объединения людей, которые объединяются для защиты ценностей противоположных заложенным в Европейской конвенции, не подлежит защите инструментами Европейской конвенции. Это так, это верно. Но мы в данном случае говорим не об их праве на свободу объединения в Хизбут Тахрир. Мы говорим об их праве не быть обвиненными ложно в терроризме, когда никакого терроризма нет. Это существенно меняет тот контекст, в рамках которого Европейскому суду следовало бы, на наш взгляд, рассматривать дело. Но поскольку Европейский суд завален просто жалобами из России, и в ситуации реально существующего исламского террора, исламского экстремизма, исламского государства на Ближнем Востоке, дела, связанные с исламским фундаментализмом, обвинениями в терроризме, проще всего отбросить, потому что изучение их требует больших усилий, просто ссылаясь на то, что такое прецедентное решение было. Пока что Европейский суд все жалобы по делам, связанным с преследованием Хизбут Тахрир, отметает. Мы очень надеемся на изменение этой практики и не перестаем жалобы готовить. И сейчас адвокаты в сотрудничестве с нами готовят жалобы по этому делу на приговоры, на апелляционное постановление по делу Уфимской двадцатки. Но даже если мы не добьемся успеха в Европейском суде, мы намерены дальше обращаться в Комитет по правам человека ООН, который не связан этими прецедентными решениями. Мы намерены поднимать этот вопрос на разных площадках и трибунах для того, чтобы добиться изменения ситуации с общественным вниманием и с позиции разного рода международных органов.